Привет, друзья! Когда в политике появляется новый лидер, за кулисами начинается настоящая борьба за власть. И сейчас в Германии может произойти неожиданная сенсация. У Олафа Шольца в правительстве был Роберт Хабек, влиятельный политик и министр экономики, известный своими зелеными убеждениями, а в прошлом писатель книг для детей и взрослых. Но теперь, когда на горизонте появился новый федеральный канцлер Фридрих Мерц, встает вопрос, возможно, у Германии появится новая женщина-министр экономики, и если да, кто она? В Берлине сейчас ходят самые разные слухи и домыслы, но официального подтверждения пока нет. Однако, по сообщениям в СМИ, в Министерстве экономики может произойти настоящая сенсация, а именно его может возглавить женщина. Это редкость в истории Германии, особенно если учесть, что до этого подобное происходило всего лишь один раз. Согласно информации, которая уже есть, 6 мая должен состояться важнейший политический момент. Фридрих Мерц будет избран федеральным канцлером. К этому времени он уже должен представить полную структуру своего будущего кабинета министров. Однако, пока что состав правительства остается неизвестным, и все внимание приковано к ключевому вопросу. Кто возглавит Министерство экономики? После того, как Карстен Линнеман отказался от должности министра, спекуляции вокруг этой кандидатуры только усиливаются. На прошлой неделе Линнеман сам заявил, что хочет остаться генеральным секретарем ХДС и не стремиться к министерскому креслу. До этого его считали почти назначенным министром, ведь он один из ближайших соратников Фридриха Мерца. Теперь же появляются новые слухи, кто же может занять пост Министерства экономики. По информации издания Bild, в ХДС активно обсуждают Катарину Райхе как возможную кандидатуру на эту важнейшую должность. Якобы 51-летняя Райхе на сегодняшний день топ-кандидат Мерца. Более того, как утверждают, что между ними уже прошли предварительные переговоры. В пользу Райхе говорит ее и богатый опыт в сфере экономики и управления. После ухода из политики в 2015 году она перешла в бизнес. Сначала стала главой управляющей ассоциации коммунальных предприятий Германии в Берлине, а затем поднялась еще выше до председателя правления компании Western Energy, одной из ведущих в энергетической отрасли Германии. То есть речь идет о женщине, которая не просто знакома с экономикой, она руководит одним из ключевых секторов. Есть еще одна причина, по которой ее кандидатура может сыграть важнейшую политическую роль. Катарина Райхе родом из Восточной Германии. Это может помочь развеять критику, что Фридрих Мерц недостаточно учитывает голоса из восточных федеральных земель, а также слишком мало женщин включают в свою команду. Ведь после Бригитты Циприс из СДПГ, которая занимала пост министра экономики и энергетики в правительстве Ангелы Меркель с января 2017 по март 2018 года, Райхе стала бы всего лишь второй женщиной в истории на этом посту. Правда, есть нюанс. Райхе уже давно живет в Северном Рейне-Вестфалии, и в самой ХДС ее не всегда воспринимают как представительницу Востока. Тем не менее, формально ее происхождение может сыграть на руку Фридриху Мерцу в борьбе за равновесие в кадровой политике. К тому же Райхе дипломированный химик, человек с академическим образованием. В политике она тоже далеко не новичок. С 1998 по 2015 год она была депутатом Бундестага, а с 2005 по 2009 годы занимала пост вице-председателя ХДС ХСС. Позже, до 2015 года, она работала государственным секретарем в различных федеральных министерствах. Однако политическая карьера Райхе не всегда была такой гладкой. Она неоднократно становилась объектом критики. Например, за свою жесткую позицию против уравнивания в правах однополых партнерств. Кроме того, ее активно критиковали за то, что в 2015 году она очень быстро покинула пост парламентского госсекретаря и перешла в Ассоциацию муниципальных предприятий. Ровно в тот момент, когда федеральное правительство впервые планировало ввести закон о периоде ожидания для перехода чиновников из политики в бизнес. Ее уход в бизнес тогда воспринимался как уход по-быстрому, еще до вступления закона в силу. Тем не менее, несмотря на спорные моменты, имя Катарины Райхе снова на слуху. Если эти слухи подтвердятся, Германия может получить женщину-министра экономики, чего не происходило уже более 6 лет. Нам с вами осталось дождаться официального подтверждения, ведь 6 мая уже не за горами. С началом Нового года многие жители Германии начали платить больше за дополнительный взнос в систему медицинского страхования. И как предупреждают экономисты, эта финансовая нагрузка в ближайшее время, скорее всего, продолжит расти.
поэтому расслабляться точно не стоит. Эксперты ожидают, что без проведения реформ взносы на медицинское страхование в течение следующих 2 лет будут расти ежегодно примерно на 0,2%. Это означает, что в обозримом будущем за услуги страхования придется отдавать еще больше из своего дохода. Такой же позиции придерживается и пока еще федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах. Буквально несколько дней назад уходящий министр здравоохранения Карл Лаутербах еще раз подчеркнул, что гражданам с государственной страховкой следует приготовиться к дальнейшему повышению взносов. Цитата. Система медицинского и также ухода за больными находится под серьезным давлением в части финансирования, отметил Лаутербах. Это станет заметно уже к середине года, а максимум осенью, добавил он. Именно тогда, по его словам, наиболее вероятно произойдет очередное повышение ставок. Как указывает Берлинский исследовательский институт, уже с начала года среднестатистический работник столкнется с резким ростом финансовой нагрузки. В 2025 году людям придется в среднем платить на 255 евро больше за медицинское страхование. Дополнительный взнос к базовой ставке в 14,6% был повышен, как вы знаете, в начале года. Прогноз исследовательского института в Берлине на ближайшие 10 лет также вызывает тревогу. Согласно их расчетам, общая нагрузка от всех социальных взносов возрастет с текущих 42% до 49%. В зависимости от экономической ситуации в Германии этот показатель может колебаться в пределах от 46 до 53%. Это создает долгосрочные риски как для застрахованных граждан, так и для всей системы социального обеспечения Германии. Президент немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер выразил скептицизм в отношении курса новой коалиции. Цитата. Коалиционное соглашение только усугубляет проблему. Вместо предложения по ограничению роста социальных взносов в нем содержатся дорогостоящие обещания. Например, сохранить стабильный уровень пенсий и расширить материнскую пенсию, отметил он. Другие эксперты также не ожидают от нового правительства Фридриха Мерца никаких структурных реформ, способных сократить растущее финансовое давление на социальные фонды. А теперь расскажите, что вы думаете о политическом кризисе и как считаете, после Роберта Хабека реально ли будет новому министру экономики Катарине Райхе изменить ситуацию или Фридрих Мерц от отчаяния лишь играет на публику? Подписывайтесь и спасибо за просмотр.